Всем привет, на связи Алтын. Я сижу в такой домашней обстановке, и это видео будет о моей подготовке к экзамену. Следующий экзамен по физике будет у меня в следующую субботу, а сегодня воскресенье, и это означает, что у меня осталось всего лишь 5 дней. Чтобы вы знали, экзамен достаточно объемный, и 5 дней, по моему мнению, это немного, но я буду очень стараться эти дни и показывать вам, что именно я буду делать для экзамена. Для начала небольшое предисловие. Я учусь на биолога в немецком университете, и сейчас я уже на 4-м семестре. Экзамены здесь сдают не в течение года, а в основном в конце семестра, и при этом не обязательно регистрироваться на экзамен, если ты понимаешь, что ты еще не готов. Его можно спокойно перенести на следующий семестр. Так я и сделала с физикой. Я откладывала ее с самого первого семестра. Вот, значит, мой рабочий стол. Я достала конспекты, которые я писала 1,5 года назад. Кстати, да, этот экзамен я буду писать впервые, но лекции у меня были зимой 2023 года. Я просто не осмеливалась приходить на этот экзамен. Я постоянно отписывалась от него, потому что физика — один из моих нелюбимых предметов, и готовиться к нему — это просто какая-то фрустрация. Но я решила, что в этот раз я должна взять это все в свои руки. Вот такие у меня конспекты. У нас также еще была практика. О боже, сколько тут вообще страниц. И очень много вот еще осталось конспектов с практики. Какая у меня стратегия? Я разделю все задания и все темы на эти 5 дней. И, как знаете, метод слона, и что нужно его есть по кусочкам, буду готовиться по кусочкам. Также я делала с предыдущим экзаменом, а именно по биохимии. И вот так вот я, представляете, на несколько недель расписала все лекции, которые нужно было прочитать, и также Übungen, то есть задания. И вот так каждый раз делала крестики. Это очень помогает визуализировать. И, наверное, с физикой я сделаю то же самое. Кстати, да, это мой планшет. Он недорогой, от Lenovo. Он выполняет все мои запросы. У него также есть такой pencil. И все мои лекции я записываю сюда. Но, к сожалению, лекции по физике, их здесь нет, потому что раньше на первом семестре у меня не было планшета. И поэтому мне придется как-то совмещать вот эти вот ни-о-чёмские бумажные конспекты с лекциями, которые загрузил сам преподаватель. Просила чат GPT мне расписать план, и, знаете, выглядит многообещающе. То есть у меня 4 больших темы и 5 дней. То есть на 5-й день я могу даже сделать повторение, как я люблю, на последний день. Так-то у меня есть скрипт, то есть все лекции, которые вот на 100 страниц. Чтобы найти путь, нужно проинтегрировать скорость. Поплакать лежа на ковре сделано. Я буквально решаю задачи из первого Aufgabe-листа, и они уже такие сложные, потому что тут уже математика, интегралы, просто что? Честно, мне сейчас стрессово. Я пытаюсь как-то совладать с собой. Вот сами посмотрите. Вот, допустим, задание на ускорение, да? И решение к нему это всего лишь, Blatt 1. И это что за фигня? Я пытаюсь сейчас понять. Давай по новой, Миша, все хуйня. Короче, после одного срыва я начинаю готовиться к другому экзамену, который будет на 2 дня позже. Что так ребит? Я буду готовиться к биоинформатике. Составляю план. Вот, всего 11 лекций, столько же заданий. И я посмотрела Alt-Klausur, то есть старый экзамен.
слив, можно сказать. И он не выглядит таким уже сложным. И я думаю, что я смогу подготовиться. Знаете что? Я хочу зажечь вот такую свечку. Она пахнет немножко странно. Должна пахнуть сакурой, но я не знаю, как пахнет сакура на самом деле. На самом деле я очень хочу купить, ну или получить свечку с деревянным стержнем, чтобы было приятно учиться и слышать этот звук, когда этот стержень так трескает, как камин. Было бы классно. И теперь, когда я прочла первую лекцию, я делаю вот так. Это мой ужин. Вот такой вот импровизированный супчик с грибами, водорослями, удоном и эдамами. Эдамаме. Приятного мне аппетита! Всем привет! Уже второй день. Я сходила в спортзал, и также потом я зашла в ДМ и купила вот такие витамины. Это лецитин, и их мне посоветовала мама. Здесь написано, что они помогают нервной системе и также в целом для работы мозга, и при подготовке к экзаменам это очень полезно. Вот, у меня от Doppelherz, немецкая компания. Вы бы знали, как мне сложно себя заставить учиться, я не знаю почему. Вроде бы после тренировки должно быть много энергии, а у меня прям как-то поубавилось. Короче, я себе приготовила bubble tea, точнее bubble coffee, чтобы взбодриться. Круто. Все, сейчас буду учиться. Захожу в библиотеку. Текаем отсюда. Короче, я вышла. На улице уже очень темно. И у нас стало так холодно. Мне даже в библиотеке было очень холодно, потому что там окно было открыто, и у меня прям ноги замерзли. Короче, я постаралась поучиться, как смогла. Было немножко сложно сконцентрироваться. Но знаете, маленькие шажки — это уже шаги. И, в общем, небольшой прогресс — это уже хорошо. Знаете, говорят, орехи помогают работе мозга. Мой завтрак. В общем, в этом влоге я пробую всевозможные способы поддержать работу своего мозга, чтобы нормально подготовиться к экзаменам. Пока что у меня все идет по плану. Я сделала сейчас 4-ю лекцию и также 4-е задание. Вот так вот. И еще нам сделали такую поблажку, что нам можно взять с собой свои записи. Это, наверное, впервые вообще, в принципе, в университете нам на клаузур разрешают взять с собой записи. И я считаю, что это очень классно. Мне кажется, можно этот клаузур написать
хорошо, на хорошую оценку, но при этом у нас там будет немного времени, поэтому готовиться нужно все равно, чтобы знать, как правильно использовать свои записи. Если чисто теоретически подумать, можно даже все лекции, которые даже в интернете, просто распечатать и принести с собой огромную тетрадь, и если что, все это списать. Но я все равно как-то вот переживаю, хорошо ли я все поняла. В кои-то веки пришла в Kaufland. Это большой супермаркет, и здесь я чаще всего закупалась раньше, потому что здесь огромный выбор. After you count the reads per gene, you end up with a matrix of numbers like this. The first column contains gene names. The human genome has about 20,000 genes, so this matrix has about 20,000 rows. Мне кажется, ли они говорят о джинсах? Всем hello, время уже 8:40, я учусь где-то 2 часа, я уже запуталась. Я раньше пользовалась такой классной методикой, называется Pomodoro. Если вы еще не слышали про это, то попробуйте. 25 минут учишься и 5 минут отдыхаешь. Но дело в том, что в последнее время мне эта методика вообще не подходит, потому что я 25 минут учусь и потом 2 часа смотрю YouTube. Поэтому я прям сижу и не встаю. И у меня, конечно, затекают ноги. Так что я вот разминаю вот такой вот мячик. Как старушка. Но это реально помогает. Если сейчас время 8, и я вся нафуфыренная на улице, это означает, что я приехала в Ausländerbehörde. И я наконец-то скоро получу свой ВНЖ. И, как я рассказывала, когда учишься за границей, тебе нужно не только учиться, но и совмещать такие вот дела. Поэтому сегодня среда утра, я приехала сюда, на другую часть города. В другую часть города. Еще не проснулась. Все, меня сфотографировали, взяли отпечаток пальца, мою подпись и сказали ждать месяц, и тогда я смогу забрать свой ВНЖ. Я не знаю, это всегда так стрессово немножечко, нервишки шалят. И я еще вышла случайно не с того выхода только что. Я сейчас в библиотеке, точнее в туалете библиотеки. И я перед этим 1,5 часика училась со своей одногруппницей и с ее другом. Я не стала там снимать, потому что я впервые видела этого друга, и как-то было неловко. В общем, я продолжаю учиться. Сейчас это буду делать одна. Снова выхожу, когда на улице уже темно, но сейчас не так уж и поздно. 7:50. Я хотела рассказать о том, что в библиотеке сейчас не такая загруженность, то есть сейчас не Klausurenphase, и это означает, что никто особо не приходит в библиотеку, чтобы учиться, готовиться. И вот когда эта фаза, Klausurenphase, здесь вообще не протолкнуться, то есть в библиотеке негде сесть. Всем привет, ребята! Я сегодня превзошла себя, и я приготовила себе на обед. Вы сейчас удивитесь. Роллы, прикиньте. Очень сильно хочу роллы, и, возможно, я уже рассказывала, что здесь доставка, где-то в 2 раза дороже, чем в Казахстане, может быть, в 3.
и поэтому я сделала их сама. Купила просто очень хорошую рыбку красную. У меня получилось достаточно много ролл, и я не использовала даже половину рыбы, поэтому, возможно, буду делать еще сегодня вечером. Вот как сейчас я буду есть. И у меня сейчас какая-то гиперфиксация на сваты. Я вам также хотела давно рассказать о такой вещи, которой я пользуюсь для подготовки к экзаменам. Это Karteikärten. Это такие плотные карточки из бумаги, которые помогают мне зазубривать факты или же темы для экзаменов. И с одной стороны я пишу вопрос, и с другой стороны я пишу развернутый ответ. И потом, когда я гуляю или куда-то иду, я достаю эти карточки и по одной я их, как бы сказать, просматриваю и таким образом заучиваю. Я также делала это с обычной бумагой, то есть я разрезала А4. И это тоже очень хорошо работает, но в Германии продаются уже вот такие готовые. Это очень удобно. Советую. Доброе утро. Я сделала бигуди. И посмотрим позже, как у меня в итоге будет выглядеть прическа. Я хотела вам рассказать, что я до сих пор каждый день пью лецитин. И также хотела показать свою кружку от университета. Такая есть не у всех. И я ее получила после того, как я сделала презентацию о своей стране в университете. Вот такие у меня получились кудри. Решила сегодня немножко принарядиться и пойти в библиотеку. Вот такой. Это мое любимое место для того, чтобы делать фотографии, потому что здесь всегда идеальный свет сбоку. И в жизни это выглядит очень красиво. Кстати, это туалет библиотеки. Сейчас я хочу вам показать, каким приложением я пользуюсь для ведения своих записей. Это вот такое приложение Pently. Его я купила примерно за 6 евро. И я здесь записываю буквально все свои лекции, домашние задания. И еще у меня здесь есть ежедневник. И он очень удобный, он уже был встроенный. Такой вот зал. Капец, я замерзла на этой йоге. Вообще было так холодно. Я еще в шортах. Сейчас буду согреваться в сауне. Оказывается, эта йога длилась 1,5 часа. И я такая лежу, уже час прошел, я думаю, блин, что она не заканчивает? Время идет, идет. Я думаю, ну, забыла про время, что ли? А оказывается, это занятие 1,5 часа длится. В общем, я потом, после того, как замерзла, отогрелась в сауне, вы бы знали, как я люблю сауну. Баня — это просто вот... Я хочу ходить туда каждый день. Да, было очень классно. Сегодня я прям долго полежала, аж все тело стало красным. Еще был такой немножко странный момент, когда я заходила в спортзал, я разговаривала с мамой по видеозвонку и показала ей то, что все завешено шариками, потому что в этом году Fitnessland исполняется 25 лет. И мне такие: не снимай! Я такая: я и не снимаю. Вот, но потом, когда я хотела вам показать спортзал, так скрытно, я видела, как та же девушка на меня вот так вот косо смотрела, типа, она все-таки снимала. Ребята, я в афиге. Вот тебе Германия. Забавно это, конечно, говорить, но я пришла на остановку, я до нее вот 1 метр не дошла, и автобус проехал мимо.
Я видела, что в автобусе было мало людей, и то есть... Переходила дорогу. Я видела, что в автобусе было мало людей, и, видимо, никто не нажал на кнопку «Стоп», и поэтому просто этот водитель проехал остановку. Теперь мне чапать. Я не хочу ждать следующего автобуса, я не знаю. Я сейчас в Праймарке, и здесь самый красивый декор. Вот просто посмотрите на эти милашные чашечки. И я собираюсь вот сейчас взять вот таких бокала для своей подруги, потому что она скоро приедет ко мне в гости. А так, смотрите, тут все еще по таким приемлемым ценам. И уже к Новому году даже готовятся. Вообще, я хочу себе целую коллекцию из всяких таких разных стаканчиков. Так уютно. Вот это считается прям центр города. Здесь стоит церковь, не видно из-за дерева. И здесь главная достопримечательность — это лев. Да, наш город — это город львов. Я люблю здесь ходить, особенно, знаете, под Новый год, потому что здесь проходит ярмарка, Weihnachtsmarkt, и здесь всегда очень атмосферно, много людей. Вот. Также летом тут всякие ярмарки проходят. Сегодня тоже что-то было, но я пропустила. Да, кстати, по субботам тоже очень часто вот просто ставят палатки и устраивают какие-то мероприятия по типу «Винный день». Кто приходит в библиотеку утром в воскресенье, тот я. Пришла распечатывать свои записи. Надеюсь, сейчас все получится. В библиотеке прям вообще никого нет. Вообще никого нет. Ну, понятное дело. Воскресенье утром. Кому нужно в библиотеку приходить? Что-то я сижу. Я сижу, и у меня что-то повышается нервозность. Распечатала, значит, подсказки. У меня такое впервые, что можно брать подсказки. Это как-то странно. Я надеюсь, что я все беру с собой, но при этом я не хотела брать, знаете, прям книгу. Это я. Ребята, я сломала его. Он сломан. Я не знаю. На Papierstau, то есть задержка бумаги. И теперь он вот такой вот странный. Что ж такое? Я не знаю, что на меня нашло, но я начала печатать не черно-белые бумажки, а цветные. И это в 2 раза дороже. И у меня теперь дофига распечаток, которые вышли достаточно дорого. И я чисто, знаете, от нервозности я печатаю все, чтобы на экзамене это было мне полезно. Я не знаю, как у вас, но для меня все время перед экзаменом это такая зима, такая спячка, когда я себе даже не позволяю много гулять, тусить, в общем, не учиться. А вот время после экзамена — это прям такая весна, когда я вообще не хочу учиться, занимаюсь всем тем, чем я не могла заниматься, ну или не разрешала себе заниматься до. И я очень с нетерпением жду весны. Время 9 вечера, экзамен начинается завтра в 8 утра. И я очень рада, что наконец-то этот экзамен наступит, потому что я уже хочу поскорее, чтобы он закончился. И потом я буду такой свободной. Я уже себе столько наготовила, я себе написала прям список того, чем я буду заниматься до начала следующего семестра. У меня будет 20 дней. Я сошла с ума. Я одну и ту же вещь написала не 1, не 2 раза, а 3 раза. Вот смотрите. Сюда написала, потом сюда только что написала, и потом смотрю, я и тут это написала.
Экзамен проходит в страшной шарашке. Вот реально, я никак по-другому не могу назвать это здание. Вот так вот его разрисовали, прикиньте. И вот тут очень много экзаменов проходит. Пожелайте мне удачи. Я вам сейчас все расскажу. Это просто фиаско, мне нечего сказать. Это было очень сложно. У меня все еще какой-то шок. Половина заданий, их тупо не было. Мы их просто не обсуждали. Я их видела впервые. Я распечатала все, что нам объясняли, и даже больше. Но половина заданий, они просто взяты с потолка. Я себе выписала под шумок, чтобы забрать, чтобы рассмотреть сейчас после клаузура. Остальную половину я кое-как решила. Блин, я очень надеюсь, что я сдала. У меня были такие ставки на этот клаузур. Блин, я думала, что я готова просто ко всему. Но к такому я не была готова. Все, расскажу вам потом, насколько я сдала. Теперь мы идем себя радовать. Я иду покупать bubble tea, свою любимую bubble tea-шную, Mointe. Как я люблю bubble tea. Ja. Я взяла Crispy Milk. Еще тут люди оставляют свои рисуночки. Прикольно. В общем, только что такая ситуация произошла. Я иду с напитком, и девушка из окна машины говорит: извините, а вы не знаете, где здесь продается матча? Я порекомендовала это место, потому что там тоже делают матчу. Ну, я не знаю, какую она хотела, может, она хотела пудру. Но, да, в общем, Mointe, вы должны нанять меня как рекламщика. Я и в сторис, и на улице работаю. Hi guys, I met this person and we started just randomly talking in the park. Ребята, сегодня все хотят со мной поговорить. Это дело в розовой кофточке или в том, что я взяла с собой сумку? Я делаю выводы, что если выйти на улицу с сумкой, то к тебе будут подходить и что-то спрашивать. В общем, этот мужчина хотел со мной познакомиться. А я ему такая: а у меня есть YouTube-канал. И парень. Какая трава все еще зеленая. Видите эту женщину или бабушку? Не, я не могу с вами не поделиться. Я просто иду, слушаю музыку в наушниках, и она начинает со мной разговаривать. И я не понимаю, что она имеет в виду. Я думала, она у меня что-то спрашивает. Но она сказала, что возле водонапорной башни сегодня будет Abendbrot. Спасибо за информацию. Но почему? Я похожа на ту, которой срочно нужен Abendbrot. Это странно. Ну, кстати, кто не знает, Abendbrot — это просто как бы небольшая традиция у немцев на вечер есть сэндвичи. Всем hello! Сегодня уже 29 октября. Нам 10 дней назад пришли оценки, и я получила 2,7. И я вообще переживала, что я не сдала, но в итоге я сдала, и я этому рада.
Кстати, в немецкой системе 6 самая худшая оценка и 1 самая лучшая оценка. То есть у меня где-то посередине. Но я вам скажу, я собираюсь сдавать этот экзамен снова, потому что я хочу оценку лучшую. И я надеюсь, что я смогу ее улучшить. А если нет, то у меня будет 2,7. Как вы могли понять, я писала экзамен во второй раз, и я улучшила свою оценку, я получила 1,7. Напоминаю еще раз, 1 это самая лучшая оценка и 6 самая худшая. Я очень этому рада, и спасибо вам за просмотр. Всем пока! Tschüss!